Привет всем, добро пожаловать в очередной выпуск новостей Акпоп, где мы расскажем вам самые грандиозные, самые смелые и захватывающие истории из мира Кпоп. Если вы армия, то вы здесь семья. Итак, начнем. Они поклялись, что этот день никогда не наступит. Они сказали, что кодекс молчания останется нерушимым навсегда. Но сегодня Тэхён и Чингук просто перевернули весь мир Кпоп с ног на голову. Все началось с нуля. Одно черно-белое фото. Без подписи, без эмодзи, без хэштега. В Кпоп тишина не пуста, это граната, готовая взорваться. И она исходит не от кого попало. Она исходит от самой обсуждаемой пары в истории BTS. Когда Тэкук замолкает, мир затаивает дыхание. За считанные минуты временные линии армии превращаются в место преступлений. Каждый пиксель этой фотографии был препарирован, как загадка с высокими ставками. Была ли это слабая тень позади Чингука? Тэхёном. ТикТок превратился в безумие теорий. Твиттер взорвался. Некоторые фанаты говорили, что это знак. Другие клялись, что это предупреждение. Никто не знал наверняка, пока Чингук не вышел в прямой эфир. Без макияжа. Без фильтров. Без маски айдола. Просто Чингук, сырой и неотфильтрованный. Смотрящий прямо в объектив, словно он смотрел прямо в душу мира. «Я молчал достаточно долго», — сказал он. Низким и резким голосом. «Но теперь я говорю». И это начинается с Тэхёна. Миллионы замерли. Миллионы ближе наклонились к экранам. А затем фраза, разорвавшая фандом пополам: «Он спас меня». Когда мир пытался превратить меня в куклу, Тэхён напомнил мне, что я настоящий. Что я чувствую. Что я существую. Это не было по сценарию. Это было небезопасно. Это Чингук разорвал себе грудь и показал миру свое сердце. Прямой эфир закончился его шепотом: некоторые истины не могут оставаться безмолвными вечно. Несколько часов спустя Тэхён нанес ответный удар не прямой трансляцией, а одним лайком цитаты. Некоторые связи настолько глубокие, что слова только мешают. Никаких объяснений. Никаких отрицаний. Только подтверждение без подтверждения. Фандом сошел с ума. Каждый взгляд украдкой из концертов. Каждый тихий смех за кулисами, каждый случайно подходящий наряд, все это вдруг показалось нам кусочками пазла, которые мы не должны были видеть до сих пор. Затем РМ шагнул в огонь. Лидер, обычно спокойный, расчетливый, дипломатичный, вышел в эфир с лицом, которое говорило вам, что это серьезно. «Я всегда знал», — сказал он. «Не все, но достаточно. То, чем они делятся, не фальшь. Это не по сценарию. Это их». Интернет взорвался. Если РМ говорил это вслух, то это были не просто сплетни, это был сдвиг в истории BTS. Это была та правда, которая меняет все. И она действительно изменила. Потому что это был не просто момент между двумя участниками. Это был момент, когда родилась следующая эра BTS, эра, основанная на аутентичности, а не на хореографии. Для HYBE это была авантюра. Но несколько дней спустя компания наконец нарушила молчание заявлением, от которого отвисли челюсти. Тэхён и Чингук олицетворяют мужество и правду, за которое всегда боролись BTS. Мы гордимся ими. Смысл этого возвращения теперь был кристально ясен. Для BTS это было освобождение. Для HYBE это был риск, на который стоило пойти. А для ERMY это было подтверждение, которого они ждали. Чингук снова вышел в эфир в ту ночь. Один. Ни света, ни сцены, ни постановки. Только его голос в темноте. «Я больше, чем золотой макне», — тихо сказал он. «Я тот, кого по-настоящему видит только Тэхён». Это не было фан-сервисом. Это не было флиртом. Это было заявление индустрии, миру и, возможно, самому себе. Безмолвный код был не просто нарушен, он был стерт.
Позже, во время групповой трансляции, RM повернулся к Тэхёну и спросил: «Это правда?» Тэхён не дрогнул. «Это правда». Чингук застыл рядом с ним, глядя на него так, будто в комнате больше никого не было. Шуга, наблюдавший сбоку, пробормотал в микрофон. Когда говорят безмолвные души, их правда ревет. И мир услышал это громко и отчетливо. Речь больше не шла о слухах. Речь шла о двух людях, которые берут под контроль свою историю. В индустрии, которая любит писать ее за них. А армия? Они были готовы бороться за нее. Потому что сегодня не конец эпохи. Это начало чего-то слишком реального. Слишком опасно и слишком прекрасно, чтобы когда-либо быть разрушенным. И пока HYBE, BTS и ERMY стоят на краю этой новой главы. Одно несомненно, мы никогда больше не будем смотреть на Тэхёна и Чингука прежними глазами. Последующие дни казались нереальными. Все новостные агентства от блогов о кей-попе до международных заголовков опубликовали эту историю. The Silent Code Sheet – самый шокирующий момент BTS на сегодняшний день. Уличные рекламные щиты в Сеуле засветились лицами Тэхёна и Чингука. Не как Ви и Джейки, а как они сами, неотфильтрованные люди, стоящие за глобальным феноменом. Как будто мир впервые познакомился с ними. Слова Чингука разнеслись повсюду. Клипы «Я тот, кого по-настоящему видит только Тэхён» стали объединяющим кличем для ERMY. Фан-арт, фанатские монтажи и видео с эмоциональными реакциями заполонили все мыслимые платформы. Акции HYBE даже подскочили, несмотря на предупреждения инсайдеров индустрии, что такая откровенная честность может дестабилизировать бренд. Но для ERMY это не было ущербом для бренда, это было доказательством того, что сила BTS исходит из того, что они настоящие. А настоящие были более востребованы, чем любое отрепетированное совершенство. RM оставался странно молчаливым после своего первого заявления. Пока однажды ночью на Уиверс он не написал всего 7 слов. Когда ты знаешь, ты не можешь разузнать. Один только этот пост отправил комментарии в тишину. Некоторые клялись, что RM годами держал эту правду в тайне, защищая их изнутри. Другие задавались вопросом, не согласилась ли вся группа молча держать связь между Тэхёном и Чингуком в тайне до сих пор. Затем, неожиданно, Тэхён опубликовал черно-белый набросок двух фигур, стоящих спиной к спине и смотрящих на горизонт. Без подписи. Без тегов. Поклонникам они были не нужны, они и так точно знали, кто эти фигуры. Через несколько минут после загадочного поста Тэхёна в Твиттере, ТикТоке и Инстаграме разразился цифровым хаосом. Решетка Таека Актрутх, решетка Тхейселен Чоди и решетка Анлытае Юнгшисме мгновенно возглавили мировой рейтинг. К концу часа было опубликовано более 15 миллионов твитов, каждый из которых анализировал каждый пиксель рисунка. Некоторые фанаты клялись, что горизонт на скетче совпадает с видом из уединенного места на острове Чеджудо, место, которое, по слухам, Тэхён и Чингук посещали много лет назад. Другие увеличивали едва заметные линии их рук, утверждая, что это тайный сигнал «Я здесь с тобой». Ведущие новостей на SBS, MBC и даже CNN разворачивали баннеры «Срочно». Ви и Чингук из BTS разжигают всемирную лихорадку, тайна молчаливого кода углубляется. Развлекательные комиссии пригласили психологов, искусствоведов и бывших менеджеров КПоп, чтобы расшифровать смысл скетча.
Но именно TikTok передал эмоциональный пульс момента. Видео с реакцией фанатов, где люди рыдают, задыхаются и кричат. Глядя в свои экраны, заполонили приложение. Один вирусный клип, где фанат шепчет. Мы становимся свидетелями истории, набрал 8 миллионов просмотров за одну ночь. HYBE, которые до этого молчали на радио, наконец-то нарушили собственное молчание, но самым неожиданным образом. Вместо корпоративного пресс-релиза они опубликовали в своем официальном Instagram одну единственную фотографию, микрофон на пустой сцене, освещенный одним прожектором. Подпись: «Весь мир слушает». Пост взорвал интернет. Фанаты начали предполагать, что Тэйхин и Чингук готовятся к чему-то прямому эфиру, чему-то неотрепетированному. В течение нескольких часов хэштег